Уже было известно, что BTS проведут прямую трансляцию, которая подарит нам множество интересных моментов для анализа. Помимо разговора о своем предстоящем альбоме Arirang, Taecwook также подарил нам моменты, которые просто невозможно было игнорировать. С самого начала Тэхён и Чингук обменивались взглядами, которые невозможно было не заметить. Даже когда они молчали и говорил кто-то из участников, эти особые взгляды постоянно присутствовали на протяжении всей прямой трансляции. Они искали друг друга взглядом, затем отводили глаза, как будто понимали, насколько это очевидно, только чтобы снова посмотреть, как будто просто не могли удержаться. Когда Тэхён начал медленно и преувеличенно произносить приветствие BTS, Чингук тут же посмотрел на него и даже перестал пить, чтобы сосредоточиться. Он ни на секунду не упустил шутку Тэхёна и пытался сдержать смех, который, казалось, появлялся только из-за него. Хобби подыграл, но именно Чингук полностью проникся моментом. По какой-то причине все, что делал Тэхён, казалось ему невероятно смешным, и в конце концов они оба улыбнулись, и на их лицах отчетливо читалась эта сложность. Честно говоря, это был один из самых прекрасных моментов – наблюдать, как Чингук бросает все, чтобы просто посмотреть прямо на Тэхёна. Его улыбку было невозможно скрыть, и тот факт, что Тэхён смотрел именно на него, а не на кого-то еще, создавал ощущение, будто это какая-то личная игра между ними, а не что-то предназначенное для всех. Уже одно это казалось таким же интимным, как и улыбки, которыми они обменялись после этого из-за такой простой вещи. Позже, когда Тэхён упомянул, что секрет части альбома будет раскрываться постепенно, Чингук снова посмотрел на него без колебаний. Хотя Тэхён сидел с другой стороны, Чингук отреагировал забавным выражением лица, как будто точно понял, что он имеет в виду. Когда Хобби спросил, как произойдет раскрытие, Тэхён ответил, что это произойдет, когда все станет ясно. Пока Тэхён продолжал говорить о вещах, которыми еще не мог поделиться, Чингук, осмысливая ситуацию, снова пристально посмотрел на него. Этот сосредоточенный взгляд заставил некоторых фанатов предположить о возможном создании саб-юнита, поскольку Чингук, казалось, был глубоко заинтересован каждым словом Тэхёна, не раскрывая никаких спойлеров. Когда Чингук наконец опустил взгляд на свой iPad, чтобы прочитать комментарии, он заметил, что до раскрытия всего пройдет много времени, вероятно, до выхода альбома, хотя его реакция говорила о том, что он уже все прекрасно понял. Позже, когда Хобби и Чингук снова исполнили свою версию Arirang, ту же самую, что они пели в 2016 году, Тэхён не мог отвести взгляд от Чингука, сидящего на своем месте. На его лице появилась легкая улыбка, как будто он снова подумал, что Чингук настолько красив, что смотреть на него почти больно. Ни на секунду Тэхён не переставал искать взглядом Чингука, как будто смотреть на него было единственным, чего он действительно хотел. Всякий раз, когда Тэхён замолкал, Чингук проверял, на месте ли он, вытягивая шею, чтобы снова посмотреть на него. Когда Тэхён начал говорить о странных теориях ARMY, а другие участники шутили на эту тему, Чингук тут же отреагировал. Он перестал двигать ногами и слегка наклонил лицо к голосу Тэхёна, улыбаясь, когда тот смеялся, и вернулся к обычному состоянию, когда замолчал. Когда Тэхён начал объяснять процесс создания музыки, Чингук снова вытянул шею, чтобы увидеть его. Он продолжал смотреть, слегка прикусывая губу, как будто никого больше не существовало. Его взгляд был настолько пристальным, что Тэхён наконец заметил это и посмотрел в ответ. Они смотрели друг на друга несколько секунд, пока Намджун не прервал их и не нарушил тишину. Позже, когда тема перешла к любимым песням, Чингук почувствовал необходимость ответить, даже когда вопрос был адресован не ему. Он сказал, что его любимая песня постоянно меняется, глядя Тэхёну прямо в глаза и слегка запрокидывая голову назад. В странном и почти неосознанном жесте он, казалось, послал ему воздушный поцелуй. После этого оба застенчиво рассмеялись, удивленные произошедшим. Сдержанная реакция Тэхёна и смех Чингука, прикрывшего рот рукой, сделали момент еще более естественным и спонтанным. Когда Тэхён попросил присоединиться к онлайн-чату через планшет, чтобы почитать комментарии, Чингук снова сосредоточился на нем. Пока Тэхён смотрел на экран и шутил о лазерной эпиляции бороды, Чингук внимательно наблюдал за ним, спокойно и полностью сосредоточенно.
Когда Тэхён посмотрел на него с таким милым выражением лица, только Чингук ответил таким же нежным взглядом, заставив Тэхёна улыбнуться и продолжить смотреть на него в ответ. Во время обсуждения еды, когда Тэхён упомянул крем-брюле на десерт, Чингук тут же повернулся к нему с широкой улыбкой, явно завороженный. Даже когда другие участники говорили, Чингук украдкой поглядывал на Тэхёна, меняя позу, чтобы не сходить с него на глаза. Позже, когда фанаты начали подшучивать над Чингуком, говоря, чтобы он не плакал, он выглядел растерянным, потому что на самом деле не плакал. Джин, Чимин и даже Тэхён поддразнивали его, говоря «не плачь», что только сделало этот момент еще милее. Ближе к концу трансляции, когда Тэхён упомянул, что у них еще 2 месяца на подготовку, Чингук рассказал о видео с концертного тура, которое он видел. Тэхён внимательно слушал, глядя на него, а Чингук смеялся и говорил, как это мило. В какой-то момент, когда Хобби предложил Тэхёну покрасить волосы в фиолетовый цвет и даже игриво схватил его за руку, Чингук, казалось, заметил все через экран планшета. После этого он стал внимательнее наблюдать за Тэхёном, явно заинтригованный его реакцией. Хобби, заметив реакцию Чингука, рассмеялся и покачал головой, как будто точно понимал, что происходит. Даже когда Тэхён молчал, Чингук продолжал смотреть на него, словно что-то в Тэхёне заставляло его продолжать смотреть. И в самом конце прямой трансляции, когда Тэхён встал, чтобы попрощаться, Чингук снова не сводил с него глаз, пока экран не погас. 5 дней назад ресторан Сыкаэр Бар Кот в Сонсудоне опубликовал фотографии автографов Тэхёна и Чингука, подтвердив их недавний визит. Ресторан публично поблагодарил их и упомянул, что будет соблюдать конфиденциальность, если они вернутся. Официальный аккаунт даже подписался на них и отметил обоих, дав понять, что они были там вместе. Похоже, Тэхён хотел избежать ненужной драмы во время прямой трансляции и решил сохранить в тайне прекрасный момент, который они разделили. Несмотря на плотный график и слухи, они все еще находят время друг для друга, и время продолжает доказывать, что связь между ними настоящая. В конце концов, повседневные взгляды Чингука, постоянно поворачивавшегося, чтобы посмотреть на Тэхёна, стали молчаливым доказательством того, что все это стоило того. То, как он инстинктивно искал его среди всех остальных, словно мир сузился до одной точки, где существовал только Тэхён, вот что делает этот момент незабываемым. Эти взгляды невозможно подделать, они исходят от чувств, которые бережно и с любовью выстраивались с течением времени. И даже после официального окончания прямой трансляции, оставшаяся атмосфера не исчезла так легко. Для многих фанатов эти моменты продолжают снова и снова прокручиваться в памяти. Каждый взгляд, каждая едва заметная улыбка, каждая неосознанная реакция стали чем-то, к чему стоит возвращаться кадр за кадром, словно в них таились скрытые смыслы, ожидающие своего открытия. Дело было не только в том, что было сказано, но и во всем, что происходило в промежутках между словами. Что делало это еще более поразительным, так это естественность всего происходящего. Не было преувеличения, натянутого взаимодействия, явной попытки создать какой-то момент. Вместо этого все казалось органичным, спонтанным и незапланированным. Именно поэтому это выглядело так реально. Тэхёну не нужно было звать Чингука по имени, чтобы привлечь его внимание, а Чингуку не нужно было говорить, чтобы показать, на чем он сосредоточен. Все говорили их глаза. Фанаты заметили, как незаметно менялся язык тела Чингука всякий раз, когда Тэхён говорил. Его осанка слегка выпрямлялась, плечи расслаблялись, а выражение лица почти мгновенно смягчалось. Казалось, что все его настроение подстраивалось под присутствие Тэхёна. Даже когда комнату наполнял смех и другие участники шутили, внимание Чингука снова и снова возвращалось к тому же месту. Тэхён же, напротив, демонстрировал свой собственный, тихий способ реагирования. Он не был так выразителен физически, но его глаза постоянно искали реакцию Чингука. Всякий раз, когда Чингук смеялся, губы Тэхёна почти автоматически изогнулись в улыбке. Всякий раз, когда Чингук замолкал, Тэхён словно украдкой оглядывался, проверяя, все ли еще он рядом, все еще ли он связан с ними в этот общий момент. В их взаимодействии было что-то невероятно нежное. Это не была громкая привязанность или драматические жесты. Это было тонко. Это проявлялось в моменте их реакций, в
в том, как они, сами того не осознавая, отражали выражение лиц друг друга и в небольших паузах, когда они, казалось, ждали друг друга, прежде чем перейти к следующему шагу. Даже окружающие их участники, казалось, чувствовали это. Были моменты, когда Хобби смотрел на них с забавным выражением лица, или когда Джин едва заметно улыбался, словно заметив что-то знакомое. Намджун, всегда наблюдательный, часто переводил разговор вперед в нужный момент, почти защищая ход прямой трансляции, позволяя при этом этим тихим моментам существовать естественно. После трансляции социальные сети быстро заполнились видеороликами, скриншотами и замедленными монтажными версиями. Фанаты указывали на детали, которые многие пропустили в реальном времени. Точный момент, когда Чингук перестал пить, чтобы посмотреть на Тэхёна, короткий зрительный контакт перед тем, как Намджуна прервали, едва заметная улыбка, которую Тэхён пытался скрыть, когда Чингук смеялся, и то, как Чингук инстинктивно наклонился к голосу Тэхёна. Больше всего бросалось в глаза то, насколько все это повторялось. Это был не один момент. Это был паттерн, который сохранялся на протяжении всей прямой трансляции. Снова и снова их внимание притягивалось друг к другу, словно их притягивало что-то невидимое, но неоспоримое. А еще был визит в ресторан. Тот факт, что Тэхён и Чингук выбрали тихое, уединенное место, заранее забронировали столик, избегали фотографирования и оставили только свои автографы, говорил о многом. Это говорило о намерениях. Это говорило о приватности. Это говорило о том, что, несмотря на их мировую известность и невероятно плотный график, они все еще хотят момента, который принадлежит только им двоим. Сообщение ресторана о необходимости соблюдать конфиденциальность показалось особенно значимым. Это была не просто вежливая фраза. Она отражает то уважение и доверие, которые, должно быть, существовали во время того визита. А тот факт, что ресторан следил за ними обоими и отмечал их, только укрепил уверенность в том, что это не слух и не совпадение. Для многих фанатов эта деталь идеально перекликается с тем, что они видели во время прямой трансляции. Мягкие взгляды, комфортная знакомость и тихое понимание внезапно стали еще понятнее. Казалось, что два человека, которые уже провели время вместе наедине, теперь снова сидят вместе на публике, пытаясь вести себя нормально, но при этом сохраняя тепло тех невидимых моментов. Еще более эмоциональным это стало физическое усилие Чингука во время прямой трансляции. Движение его шеи, его многократные повороты, его неловкая поза – все это показывало, насколько он был полон решимости не пропустить реакцию Тэхёна. Это было некомфортно. Это было неудобно. Но он все равно делал это снова и снова, без колебаний. В таком инстинкте есть что-то глубоко искреннее. Это не рассчитывается. Это не планируется. Это просто происходит. Ваше тело движется прежде, чем ваш разум успевает его остановить. И именно это сделало эти моменты такими сильными. Ответ Тэхёна был тише, но не менее значимым. Вместо того, чтобы постоянно поворачивать голову, он ждал. Он наблюдал. Он мягко улыбнулся, когда Чингук посмотрел на него в ответ. И когда их взгляды наконец встретились, наступила короткая пауза, как будто время замедлилось настолько, чтобы они могли признать друг друга без слов. Речь шла не о романтике в традиционном смысле. Речь шла о связи. Комфорте. Привычности. О связи, которую не нужно объяснять вслух. Даже когда разговор переходит к серьезным темам, таким как создание альбома и подготовка к туру, та же динамика сохраняется. Чингук внимательнее слушал, когда говорил Тэхён. Тэхён казался более расслабленным, когда Чингук реагировал позитивно. Это было тонко, но постоянно. И, возможно, именно это делает эти моменты такими незабываемыми. Это не были постановочные кульминации. Это были тихие фрагменты реальности, которые естественным образом проскальзывали сквозь толпу, позволяя фанатам стать свидетелями чего-то подлинного. В конце концов, каждый волен интерпретировать эти моменты по-своему. Кто-то видит в них игривую дружбу. Другие видят более глубокие эмоциональные связи. Но нельзя отрицать искренность этих взаимодействий. Эмоции были настоящими.
Реакции были нефильтрованными. И атмосфера, которую они создали, оставалась с ними еще долго после окончания прямой трансляции. Потому что, если вы посмотрите ее снова, внимательно, без спешки, вы начнете замечать, что дело было не просто в том, что Тэхён смотрел на Чингука или Чингук смотрел на Тэхёна. Дело было в том, как они заставляли друг друга чувствовать себя замеченными, услышанными, признанными. И в комнате, наполненной шумом, смехом и множеством голосов, они все равно умудрялись находить друг друга снова и снова, как будто эта связь была тем, что они никогда не хотели терять. Вот почему эта прямая трансляция была не просто очередной трансляцией. Для многих фанатов она стала воспоминанием. Моментом, застывшим во времени. Это напоминание о том, что за славой, огнями и мировой сценой тихо живут человеческие эмоции, ожидающие, когда их заметят те, кто решит присмотреться повнимательнее.